Каждая жалоба, которую вы можете услышать, это потенциальная идея на $1 миллион. Тогда я спросил, а чего ты ожидал? Думал, что простое обладание книгой изменит твою жизнь? Отдавать деньги — это один из самых больших секретов, чтобы получить их. Многие люди не готовы к действию. Они думают, но не действуют. Признаюсь вам честно, Джо Витале в моей жизни сыграл не последнюю роль. Я прочла все его книги, переведенные на русский язык. Я использую технику Хоопонопоно практически каждый день в своей жизни. Я правда верю и знаю, что закон притяжения и те шаги, которые описывает он, в нашей жизни работают. Используйте то, что нам говорят прекрасные мастера. Используйте, пробуйте, тестируйте. Если это не работает, забудьте как страшный сон и никогда к этому не возвращайтесь. Но поверьте мне, если вы попробуете и в вашей жизни начнут происходить чудеса, вы никогда не пожалеете, что поверили какому-то интервью, какому-то Джо или какой-то Але после просмотра такого маленького, короткого, но такого вдохновляющего видео. Когда-то очень много лет назад я посмотрела фильм «Секрет». Поднимите руки вверх, если вы тоже его когда-либо смотрели. Так вот, когда я посмотрела этот фильм, первое, что я подумала, что это какие-то люди, шарлатаны, использующие 25-й кадр, и мне казалось, что все, что они говорят, вообще не имеет никакого смысла. Только со временем, когда я попробовала сделать все то, о чем они говорили, и увидела результат, я пересмотрела этот фильм, купила книгу Ронды Бёрн и узнала, что все ребята, которые снимаются в этом фильме, так или иначе, различные известные, уважаемые тренеры, профессоры, люди, которые занимаются позитивной психологией и личностным развитием. Одним из этих ребят был Джо Витале, и мне удалось в этом году, буквально в прошлом месяце, побывать на его тренинге, и это еще не все, мне удалось взять у него лично интервью. Здравствуйте, Джо. Здравствуйте. Приятно видеть вас. Взаимно. Я только что рассказывала о том, что встретиться с вами в один прекрасный день было моей мечтой. Мечты сбываются. Для начала рада вас приветствовать в Украине. Вам нравится Киев? Очень нравится. Только посмотрите на это прекрасное место, прекрасную погоду и прекрасный город, в котором я впервые. Спасибо. Первый вопрос, конечно, про закон притяжения. Расскажите нам, как работает закон фактор притяжения. И второй вопрос. Он работает для всех или нет? Что касается закона притяжения, то это закон, и он работает для всех. Это ответ на вторую часть вашего вопроса. У него нет исключений. Что касается первой части вашего вопроса, как это происходит, то он работает с вашим разумом, с тем, как вы думаете, чувствуете и действуете. Нам не нравится то, что мы имеем сейчас? Тогда нам стоит изменить наши мысли, наши чувства и наши действия. Мысли, чувства, действия формируют окружающую нас Вселенную, из которой мы притягиваем то, что получаем. Тогда, может, расскажете нам некоторые секреты, как начать, с чего начать менять свои мысли? Какими должны быть первые шаги? Скажем так, вы способны привлечь в свою жизнь любовь, ненависть и страх. Большинство людей фокусируют свои мысли на ненависти и страхе. И неудивительно, что в результате притягивают к себе именно это. Вы же должны отбросить их и сфокусироваться только на том, что вы любите. Думать о том, что делает вас счастливым, что ближе вашей душе. Направив ваши мысли в сторону того, что делает вас счастливым, вы начнете притягивать к себе больше из этого. Сперва нужно поменять свои мысли в отношении денег и понять, что они не какое-то зло, а способ реализовать то, о чем вы мечтаете. Далее вы должны осознать, что вы заслуживаете денег. Как это осознать? Да, вы заслуживаете денег. Я имею в виду, как это осознать? Вы должны осознать свою ценность. Вы заслуживаете денег попросту потому, что вы живы. Вам не надо делать что-то, отличаться от других. Вам не надо делать что-то особенное. Это касается не только вас, но и меня, и любого другого, кто здесь находится и смотрит нас. Вы заслуживаете хорошего. Вы заслуживаете, чтобы ваши мечты сбывались. Вы заслуживаете денег. Вы заслуживаете любви. Вы абсолютно правы. Это главная составляющая секрета. Отдавайте небольшую часть денег, и взамен вы получите духовную подпитку.
Не ожидайте, что деньги вернутся к вам от этого человека. Это может быть какой угодно другой источник возврата. Я даю деньги на чай таксистам или водителям Uber. Отдавать деньги – это один из самых больших секретов, чтобы получить их. Спасибо. Еще один интересующий меня момент касается вашей книги, которую я прочитала, где говорится, что когда вы чего-то очень-очень сильно хотите, вы должны это отпустить. Правильно. Не могли бы больше рассказать об этом? Потому что это ведь очень необычно. Тебе нужно что-то, ты нуждаешься в чем-то, ты хочешь, буквально жаждешь этого, и тут же ты должен все это от себя отпустить. Я открою вам секрет. Чем больше вы хотите чего-то без нужды в этом, тем быстрее вы притягиваете это к себе. Чем больше вы хотите чего-то, в чем вы не нуждаетесь, тем быстрее вы получите это. Когда люди хотят что-то отчаянно удержать или получить, на самом деле они усиливают чувство того, что это никогда не произойдет, и они этого не получат. И я не верю, что я заслужил это, я не верю, что могу привлечь любовь, и в результате неприятное, не покидающее чувство несчастья. Это все энергия, которая блокирует то, что может произойти. А если вы освободите себя от этих мыслей, когда вам действительно что-то нужно, вы сможете привлечь это к себе. Да, ого, правильно. Хочу поделиться с вами 8 законами, о которых говорил Джо Витале. Это законы привлечения денег. Напишите мне, что вы думаете относительно этих законов, насколько сильно отзывается то, что я буду сейчас говорить, и те правила, которым учит Джо. Итак, давайте начнем. Закон номер 1. Деньги любят, когда ими делятся. Важно уметь и желать делиться своими деньгами. Для кого-то это может быть благотворительность, для кого-то это могут быть чаевые, для кого-то это могут быть стипендии, подарки и так далее. Закон номер 2. Деньги любят скорость. И Джо Витале один из тех ребят, который говорит о том, что Вселенная в принципе любит скорость, но и деньги любят ее точно так же. Говорят, что одна и та же идея в среднем приходит 8 людям в мире, потому что никто ничего не хочет делать и не хочет ничего реализовывать. Так вот, деньги приходят к тому, кто быстро принимает решения, кто очень много всего делает, кто старается идти в ногу со временем, не промедляет, не откладывает на потом, а действительно движется вперед по первому вот этому вот внутреннему зову. Пункт номер 3. Деньги любят идеи. Джо рассказывал очень классную историю относительно того, что самые богатые люди применяют очень интересную технику. Они внимательно, очень внимательно слушают жалобы других людей. Они внимательно вслушиваются в то, что людям не нравится. Люди могут жаловаться на то, что им где-нибудь жарко, где-то неудобное, не классное обслуживание. Они могут жаловаться на то, что им что-то не понравилось. Так вот, именно люди, которые умеют грамотно и круто использовать эти жалобы, зарабатывают много денег. Деньги любят идеи означает что? Каждый раз, когда вы слышите, что люди на что-то жалуются или им что-то не нравится, подумайте, как вы можете превратить это в продукт или в какой-либо сервис. Говорят, именно таким образом и появился Uber. Пункт номер 4. Деньги любят отношения. И здесь будет 2 ответвления. Ответвление номер 1. Деньги любят, когда вы в классных взаимоотношениях с другими людьми. Деньги любят, когда вы хороший человек. Деньги любят, когда другие люди вас любят, когда вы можете договориться, когда вам не нужно ничего выбивать, никого доканывать. Деньги любят, когда у вас есть классные, текучие, прекрасные взаимоотношения с другими людьми. И с другой стороны, деньги любят, когда у вас хорошие, классные взаимоотношения с ними. Сядьте и продумайте для себя, что такое классные отношения для меня. Напишите нам в комментариях, может быть, что такое хорошие отношения. Когда меня уважают, когда я уважаю, когда обо мне говорят или я говорю о другом человеке. Что такое для вас хорошие отношения? И потом задайте себе вопрос, есть ли такие хорошие отношения у вас с финансами? Действительно ли вы их цените? Действительно ли вы их любите? Действительно ли они у вас вызывают позитивные эмоции, хорошие чувства внутри? Потому что если нет, начинайте налаживать взаимоотношения со своими деньгами, как бы странно это ни звучало. Пункт номер 5. Деньги любят, когда их ценят. Можно здесь использовать отличную, очень классную технику. Каждый раз, когда вам нужно заплатить деньги, когда вам нужно передать эти деньги, вы думаете о том, что как их у меня мало, точно ли мне хватит рассчитаться, ой-ой-ой, как я переживаю, мне не хватает денег и так далее, замените это чувство на чувство благодарности, что вы можете передавать эти деньги и взамен получать прекрасное благо. То есть деньги очень любят, когда их ценят.
цените свои деньги. Пункт номер 6. Деньги любят страсть. Деньги безумно любят людей, которые занимаются любимым делом. Деньги любят, когда у вас горят глаза. Деньги любят, когда вы в потоке, когда вам нравится то, что вы делаете. Деньги любят, когда вы действительно делаете то, что любите в этой жизни больше всего. Они любят, чтобы вы не работали. Деньги любят приходить. Не так они любят, чтобы вы их зарабатывали, отрабатывали, выжимали. Они действительно любят, когда все происходит легко и просто. Пункт номер 7. Деньги любят обратную связь. Люди не любят обратную связь чаще всего, а деньги любят. Что это означает? Очень круто и важно использовать всю ту обратную связь, которую вы получаете. Если вы получаете пальчик вниз, если вам пишут люди, что они недовольны вашим сервисом или вашим продуктом, отлично. Используйте это во благо. Используйте это как урок или подарок судьбы. Используйте это как возможность вырастить свой бизнес. И используйте для того, чтобы денег в вашей жизни становилось больше. Деньги любят обратную связь. И последний пункт, пункт номер 8. Деньги любят предназначение. Деньги ради денег – эта схема не работает. Деньги ради того, чтобы снимать фильмы, чтобы создавать еще больше фильмов. Вот эта схема рабочая. Деньги ради того, чтобы жить своим предназначением, делать больше тренингов, и чтобы еще больше людей становились счастливыми. Вот это деньги любят. Живите тем, что вы любите и цените на самом деле. Будьте в том деле, которое дает вам поток, которое создает разницу в мире, которое действительно искренне служит другим людям. И тогда деньги у вас обязательно появятся. Следующий вопрос про технику метод Хоопонопоно. Это очень серьезный вопрос. Техника Хоопонопоно – это духовная и целительная техника, которой, возможно, сотни и даже тысячи лет. И я написал 2 книги про нее. Сперва «Жизнь без ограничений» и немного позже «Никаких ограничений». И если вкратце, то Хоопонопоно базируется на 4 утверждениях, а также твоей связи со Вселенной и природой. Желанием очиститься от всего, что блокирует тебя от того, что ты хочешь привлечь. 4 утверждения очень просты. Я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль, спасибо тебе. Я люблю тебя, прости меня, мне очень жаль, спасибо тебе. Ты говоришь эти слова постоянно внутри себя, как только возникает чувство препятствия или желания чего-то. И очень скоро эти слова превращаются в молитву и защиту, которая тебя обеспечивает то, что я называю «великое что-то». Когда ты выполняешь этот метод, очищаешь сам себя и становишься готовым получить что-то взамен. Ого, звучит достаточно просто. Но это далеко не просто. То есть не так просто, как кажется. Да, вы правы. А вы не могли бы рассказать нам какую-нибудь чудесную историю, которая произошла с тем, кто использовал метод Хоопонопоно? Ну, прежде всего, стоит сказать, что люди могут использовать Хоопонопоно по отношению ко всему. Мы сейчас говорим о здоровье, отношениях между людьми, финансовом благосостоянии, исцелении домашних любимцев, животных, помощи в различных ситуациях на работе. Но в качестве чудесной истории я расскажу вам, что произошло конкретно со мной. Пару лет назад моя мать умирала, и всех членов семьи вызвали в больницу. Мы все явились, потому что понимали, что это ее последние дни. Она была в палате интенсивной терапии, где было еще 4 людей, которые также умирали. Все это происходило в моем присутствии. Это я говорю к тому, чтобы вы поняли, какой это был критический момент. И я смотрел, как моя мама умирает, и единственное, чем я мог помочь ей: «Я люблю тебя, мне жаль, прости меня, спасибо тебе», снова и снова, бесконечное множество раз. Что я пытался сделать? Найти спокойствие внутри себя, найти мир внутри себя. Когда я нашел в себе умиротворение и расслабился, пришло время уходить из больницы. Удивительно, но на следующий день моей маме стало значительно лучше, и она смогла прожить еще более 5 лет. Я приписываю это тому, что я практиковал Хоопонопоно. И что более удивительно, я практиковал Хоопонопоно даже не для нее, а для себя. Потому что нечто огромное внутри нас работает не только по отношению к нам, но и к людям, которые нам дороги и окружают нас. Многие люди думают, что если они что-то знают, они уже делают это. И им кажется, что это все работает, и они говорят: «Давай следующий секрет». Стоп! Вы пробовали это делать?
Они осознают, что заслуживают денег, и на это все. А вы пробовали это делать? Вы отдавали деньги по-настоящему? Я имею в виду, что нам кажется, когда мы знаем что-то, мы это уже делаем, но мы не делаем. Абсолютно правильное утверждение. Ко мне домой как-то раз пришел сантехник, принес с собой одну из моих книг и сказал, что она не работает. И я спросил, следовал ли он всем советам в книге. А он отвечал, что нет. Тогда я спросил, а чего ты ожидал? Думал, что простое обладание книгой изменит твою жизнь без реализации того, что в ней написано? Поэтому вы правы в том, что каждый должен задать себе вопрос, делает ли он все, что нужно. Дам вам еще один совет. Думайте как предприниматель. Предприниматель видит возможности. Я никогда не думал как предприниматель, но я знаю, как он работает. Это человек, который способен открыть бизнес или даже несколько бизнесов. Он может услышать, как кто-то жалуется на что-то, и он спросит себя, могу ли я решить эту проблему и сразу же заняться предоставлением услуги. Таким образом, каждая жалоба, которую вы можете услышать, это потенциальная идея на $1 миллион. Да, но в реальной жизни, когда мы слышим, как кто-то жалуется, в особенности на тебя, мы начинаем с ним ругаться. Вы начинаете защищаться. Да, защищаться. Да, но я имею в виду жалобы в отношении кого-либо. Например, вы стоите в очереди в магазине и слышите, как кто-то жалуется на обслуживание. Услышав это, вы должны в собственной голове задать себе вопрос, могу ли я решить эту проблему? Потому что если вы можете, вы в состоянии построить на этом бизнес. Потому мы не говорим о людях, которые жалуются на вас или на других людей. Это не имеет значения. Отлично, последний вопрос. Простите, я знаю, что вы спешите, но я так счастлива и благодарна, что вы тут со мной. Поэтому последний вопрос. Какие техники или секреты используете вы в своей жизни? Я знаю, что, возможно, множество из них используются подсознательно, но, возможно, есть то, что вы практикуете каждый день. Как я. Например, я практикую благодарение. Я это делаю каждый день. Есть что-нибудь подобное у вас? Мне нравится благодарение. Это отличная техника. Я много рассказывал о ней. Поэтому я согласен с вами. Это сильная практика. Но то, что делаю я, может сильно отличаться от того, что делают большинство людей. Я действую. Совершаю огромное количество действий. Я написал 77 книг. Вы не напишете такое количество книг, сидя с закрытыми глазами и просто воображая что-нибудь. Вам нужно действие. Я музыкант. У меня выпущено 15 альбомов. Чтобы записать такое количество альбомов, непрерывно нужно ходить в студию. Я много путешествую по миру, что включает в себя непрерывное общение, как это происходит сейчас. И это тоже действие, которое требует перелетов на самолете, общения с людьми, с возможностью поделиться тем, что приведет их к мечте. Что я хочу сказать? Многие люди не готовы к действию. Они желают этого, но не делают это. Они думают, но не действуют. Спасибо большое. Спасибо большое. Думаю, что это лучшее окончание интервью, которое могло только быть. Делать, делать и еще раз делать. Хватит думать, пора делать. Хватит мечтать, хватит визуализировать, хватит придумывать, ожидать, что кто-то придет и сделает за нас. Пришло время делать. И если вы ждали знак, то это он. Ставьте лайк, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на канал Алла и Счастье и давайте становиться счастливее вместе.